Добрый вечер, мои хорошие. Здравствуйте. Сегодня у нас будет эфир с ведическим астрологом, это Дмитрием Бузовым. Он уже был у нас на эфирах, поэтому я думаю, вам будет интересно. Теперь опять новая темка у нас, в которую мы решили выйти. Тема довольно такая, и вы мое мнение уже слышали о как раз родовых программах. То есть, и сегодня мы будем это смотреть уже с точки зрения как раз ведической астрологии. То есть, что он нам расскажет интересного Дмитрий. То есть, так что посмотрим. Так, мои хорошие, ждем просто его. Извиняюсь, конечно, за задержку. Сегодня так получилось. Да, но надеемся, что сейчас все будет нормально. Дмитрий, мы вас ждем. Так, смотрите, завтра еще я быстренько просто скажу. Завтра будет эфир у меня в Телеграме по темам довольно интересным, интересной теме, я бы сказала. И она будет интересна как раз для тех, кто находится... Сейчас, одну секунду. Так, соединение я отправила, разрешение. Все, есть. Дмитрий, здравствуйте. Вы меня нормально слышите? Лиля, дорогая. Солнце мое, уже, знаете, ну, честно, наверное, соскучились. Уже пора было выходить. Да, добрый вечер еще раз. Я коротенько уже сказала, какую тему мы будем сегодня брать, что она интересная. То есть, что мою именно точку зрения уже знают. То есть, я думаю, будет интересно именно с ведической астрологией, вот послушать, что же все-таки родовые программы означают, какие они бывают. То есть, сейчас мы потихоньку эту тему давайте разовьем. Я вас слушаю. Что вы хотите нам интересного поведать? Здорово. Спасибо большое, что подняла такую важную тему. На Мгм. мой взгляд, это одна из первостепенных тем. Я, если даже честно говоря, мне даже интересно было послушать тебя, Мгм. что ты говорил. Я не слышал. Поэтому Ничего. я думаю, что все-таки хочется, знаешь, чтобы этот эфир был не в таком Мгм. форме моего монолога, как-то мы Мгм. обсуждали и были в такой едином поле с позиции Мгм. мнения, чтобы ты делилась тоже. Мгм. Как тебе такой план? Ну, план прекрасный, конечно же. Я могу пару слов кинуть, но все-таки, знаешь, это, смотри, все-таки я хотела бы, чтобы от тебя это больше шло. То есть, смотри, то есть Мгм. я о родовых программах уже говорила в смысле того, что действительно очень много заложено. То есть, если мы берем тот же самый голод, когда-то был, да, то есть многие сейчас не понимают, к примеру, почему у них вес, ну, по-простому. То есть, и почему люди иногда вот начинают себя пихать. То есть, я такой кусочек просто тебе скажу. То есть, программ родовых достаточно много. То есть либо в личном, да, связанное, что женщины там, например, там вот прям вот запрограммированы просто-напросто. То есть я с этой точки зрения, то есть рассказывала о том, что вот, например, в личном может не получаться, потому что там шла программа от какой-то там родственницы далекой, ну, как я говорю, больше бабушек, прабабушек, да, и вот это вот закладывается. То есть, что с этим надо бороться, и можно бороться, самое главное. Вот, то есть я вот Здорово, так рассказываю. здорово, супер. Смотри, я тогда предлагаю построить таким образом, что мы будем теоретически раскрывать какой-то аспект Мгм. этой темы и в то же время сразу же это синхронизировать со своим опытом. Вот очень Мгм. важно, Мгм. особенно Мгм. те, кто пришли сюда послушать этот эфир, очень важно сейчас сразу же это знание пропустить через всю свою жизнь, чтобы вы его глубже осознали, глубже смогли применять в своей сразу же жизни. Я считаю, что вот этот эфир, это должен быть такой практичный эфир. Я вот уже последнее время устал просто от информации, мне уже хочется переходить к делу. И вот я Мгм. сейчас стараюсь вот в таком же настроении давать определенные знания, чтобы мы сразу же с помощью этого знания улучшали свою жизнь. Поэтому вот я постараюсь вот эти принципы заложить и в нашу тему Мгм. сегодняшнюю. Смотри, здесь достаточно очень глубокая тема, ее даже, на мой взгляд, многие недооценивают, именно Мгм. родовые сценарии. Почему? Потому что кажется, даже те люди, которые находятся на духовном пути, кажется, что ну вот родители, род, где я попал, в какую семью, это что-то такое материальное, а вот Мгм. мои
уже духовные практики, медитации, там, молитвы там, и так далее, это все уже про мои прямые такие процессы духовного развития. Может быть, оно так, но в то же время, если не решены наши сценарии родовые, это как якорь. Я иду вроде бы по своему пути, но сзади у меня тянется якорь, и это реально тормозит. Поэтому, чтобы этот якорь поднять, чтобы эти цепи разорвать, нужно очень глубоко в этом вопросе разобраться. И если взять ведическую астрологию, то сам по себе род, вот если у нас взять наш гороскоп, наш код судьбы, там есть такой очень удивительный дом, который раскрывает нашу сферу жизни. Это называется 12-й дом. 12-й дом у нас проецирует наш род, наших прародителей всех. И это же место у нас отвечает за возможность выйти за пределы вот этой нашей кармы, нашего кармического узла. То есть разорвать все то, что мешает нам вечно быть внутри счастливыми. Соответственно, это наш жизненный путь. Сам наш жизненный путь — это обретение своего естественного состояния счастья. Вот мы много говорим про счастье, давайте быть счастливыми, желаем даже на день рождения друг другу счастья. Но по факту, что такое желать счастья? А почему мы не желаем друг другу дышать? Давайте постоянно будем дышать, делать вдох, выдох, вечно. Почему? Потому что это для нас естественно. То есть дышать на текущий момент — это для нас естественно. И вот быть счастливыми по факту для нас естественно так же, как и дышать. Но на текущий момент в силу определенной обусловленности, в силу определенного неестественного подхода к нашей жизни, мы утратили эту естественную возможность, и нам кажется, что это нужно приобрести. Действительно, нам нужно войти в это естественное состояние, и это наш путь. Это наш путь. И вот это место в ведическом гороскопе, которое отвечает за наш род, за возможность выйти вот в этот поток счастья, и за наш путь, это одно место. Соответственно, род — это то, куда мы поднимаемся, через кого мы поднимаемся выше по нашему пути. Потому что если мы поднимаемся выше, мы дойдем до кого? До того, кто является первичным нашим родителем. Потому что мы будем подниматься выше. Так, ты чей отец? Я вот отец вот этого. А ты чей отец? Я вот отец вот этого. И мы будем идти. И мы поймем, что вот есть то живое существо, та личность, которая является первоисточником вот этого родительства. И поэтому, когда мы сюда заходим в какой-то род, это означает, что уже жизнь нам показала путь, по которому мы можем самым быстрым способом идти к изначальному нашему отцу. То есть это наш путь очень быстрый. Или же по-другому к источнику счастья, к которому мы можем подключиться как к розетке. И для нас будет счастье как естественное дыхание. Поэтому это очень глубочайшая тема. Я бы ее поставил на равне даже с духовными процессами. Как вот Иисус сказал: почти мать своего отца, это его было послание. Его было послание, что независимо, он не определял здесь какие-то условия. Почти отца вот такого, или почти отца вот такого, или почти мать вот такую, которая тебя поддерживает, которая тебя кормит, или которая тебя не бьет, которая тебя любит только. Нет условий вообще никаких. Просто почти любого своего отца и почти любую свою мать. Это что означает? Это означает, что в этих личностях заложен принцип твоего пути к счастью. То есть вот в этих личностях сейчас заложены определенные уроки, которые тебя очень быстро продвинут к твоему уровню счастья. Мы
на языке астрологии мы видим те две планеты, с которыми мы ежедневно взаимодействуем. Это планета Солнце и планета Луна. То есть это те планеты, которые мы видим каждый день. День начинается у нас с восхода Солнца, ночь у нас начинается с восхода Луны. Все, то есть это у нас это процесс, это ритм, в котором мы живем, мы взаимодействуем с этими энергиями. Соответственно, представители этих энергий это мать и отец. То есть лунную энергию у нас представляет мама, отец у нас представляет солнечную энергию. И даже с материнской энергией мы изначально взаимодействуем больше, потому что мы уже, как живые существа, до рождения в этом мире, до того момента, когда жизнь нам даст возможность здесь проявляться и вступить сделать свой первый вдох, сделать свой первый шаг и увидеть этот белый свет, мы очень глубоко взаимодействуем с мамой. Мама — это та, с кем мы взаимодействуем в утробе, мы с ней общаемся, мы уже ее чувствуем, мы от нее питаемся. Там темно, но мы получаем вот это питание матери, получаем как психоэмоциональное питание, как она себя чувствует, мы тоже это можем там уже почувствовать. То есть жизнь уже начинается в утробе, но возможность действовать в этом мире, она начинается в тот момент, когда мы рождаемся. То есть с этого момента мы можем получить опыт вот этого возможности действовать в этом мире. И вот за эту функцию у нас отвечает энергия Солнца, или та личность, которая представляет эту энергию, это Отец. То есть вот у нас мать и отец — это две фундаментальных личности, которые закладывают для нас первый принцип ученичества, первый принцип уроков, которые ведут нас на пути к счастью. Есть в астрологии 3 планеты, которые проявляют самую чистую энергию. Называется она энергия благости. Это Солнце, Луна и Юпитер. Тогда вопрос, а что это за такая планета Юпитер? Что это за личность такая, которая также представляет принцип вот этого ученичества? Это принцип духовного учителя. То есть это та личность, которая продолжает уроки нам давать, тот путь, который мы уже начали с отцом и матерью, духовный учитель, это продолжение этого пути. И это считается, когда мы встречаем духовного учителя, это наше новое рождение. То есть мы встретили духовного учителя, мы второй раз родились, как будто бы у нас появился и мать, и отец в одной личности. Это очень важный тоже процесс вот на этом пути, но в то же время, пока мы его еще не встретили, первых 2 учителя — это мама и папа. То есть вот это, скажем, значимость того, что для нас означает вообще наш род, наши родители, те сценарии рода, в котором мы оказались, это наша возможность, реальная возможность приблизиться к настоящему своему очень глубинному духовному счастью. Вот как ты чувствуешь? Ты вот чувствуешь масштаб этой темы? Скажи, пожалуйста. Конечно. Эту тему вообще, по-моему, раскрывать и раскрывать. То есть просто так там одним эфиром, я думаю, не отделаемся здесь. Понимаешь? Потому что действительно очень глубокое, и здесь надо работать в глубину, я так еще сказала. Да. Но, по крайней мере, мы постараемся заложить такие достаточно глубинные, фундаментальные здесь принципы. И следующий тогда вопрос возникает. Хорошо, вот у нас уже есть это понимание. Мы осознаем, что папа, что отец и мать — это те личности, через которых у нас проявляются очень глубинные уроки. То есть мы уже понимаем, что здесь это не просто случайный набор личностей. Вот мы попали сюда,
И вот просто как-то вот случайным образом, как-то вот нашей маме в воспитание вложила бабушка, бабушке вложила воспитание прабабушка, прадедушка. То есть мы уже находимся в цепочке взаимодействий определенных личностей и попадаем именно сюда. То есть это что? Это просто какой-то случайный набор родителей, которые вот так как рулетку раскручивают и дают нам. Нет, мы понимаем, если мы осознаем, что в этом мире вообще никаких нет случайностей, то мы понимаем, что это закономерно. И, что значит закономерно? А есть означает, что есть только один закон, закон любви. То есть в этом мире есть только один закон, потому что законодатель — это источник любви. И, соответственно, все, что здесь, все законы, которые пропитывают этот мир, они тоже сразу же пропитаны этой энергией любви. Соответственно, если мы это понимаем, что любая наша ситуация, любое наше место, в котором мы оказались, любые личности, с которыми мы взаимодействуем, это и есть то послание любви, которое нужно именно для нас на текущий момент, то мы будем воспринимать тогда первых наших личностей, с которыми мы взаимодействуем, как очень тщательно подобранных именно конкретно под нас. Поэтому родовые сценарии — это не просто родовые сценарии — это наши сценарии. Просто в моем роду собрались те личности, которые имеют одни и те же сценарии. То есть у них, вот у тебя хорошо, как у тебя в Инстаграме, мне очень понравилась твоя фраза про выбор. Процитируй, пожалуйста. Ой, мне надо вспомнить, понимаешь? Сейчас, подожди. Потому что я уже так давно не это. Сейчас. Мы находимся в той точке. Ну, типа, вот все, что мы. Да, это. Мы когда-то в эту точку вышли. Все, что мы имеем, это результат нашего выбора. Да, точно. Слушай, это просто. Я вот дальше, я пока включал твой аккаунт, я как ее увидел, я говорю, ну, Лилия, как она так смогла подобрать такую просто глубочайшую фразу, она мне аж прям мандраж по коже, когда я именно осознаю вот этот момент, что все, что мы имеем, это вопрос, это то, что мы выбрали. И, соответственно, те родители, которые сейчас у нас есть, это то, кого мы выбрали. Это тот сценарий жизни, который мы выбрали. Это тот путь развития, который мы выбрали. Это то качество жизни, которое мы выбрали. То есть это тот вкус жизни, который мы выбрали. То есть все, что мы выбрали, мы сейчас имеем. И это вопрос нашего внутреннего выбора. Иногда просто внешние личности просто отображают этот внутренний выбор. Иногда человек выбирает: я хочу жить сам, например. Я хочу прожить эту жизнь самостоятельно. Я хочу контролировать эту жизнь. Я не хочу чувствовать, что эту жизнь контролирует, допустим, Бог. Я сам хочу ее контролировать. Я не верю в эту контролирующую силу. Или я не доверяю этой контролирующей силе. Тогда, соответственно, что? Это его выбор. Но если у нас есть понимание, что, например, все мужчины — это представители мужского божественного начала, а именно мужское божественное начало отвечает за контроль, то мы понимаем, что если человек выбирает эту позицию «я сам», то означает, что в его жизнь просто не приходят те защитники, те личности, которые могут давать ему эту поддержку, давать ему возможность себя чувствовать защищенным. И в этом смысле это не мы плохого отца выбрали, который нас не поддерживает, который нас не защищает. То есть, вернее, это не случайным образом как-то он для нас выбрался, а это мы выбрали внутреннюю свою позицию, которая сейчас просто на внешнем уровне проявляется уже в жизнь, она реализуется.
То есть я, если я хочу сам, ну, жизнь давай, говорит, давай, держи, хорошо, вот ты родился, отца нету, все, сам. А тебе должен эту функцию выполнять, а у тебя его нету, или он просто пьет, там, не выполняет свои обязанности, и тогда человек начинает, так, я обижаюсь на отца, как это, отец ничего мне не дал, отец меня не защищал, отец мне не давал никакую поддержку, а какое было ожидание? Ну, ты же хотел сам. И вот этот выбор внутренний, который мы когда-то делали, он просто трансформируется вот в эти взаимоотношения между отцом и матерью. Это я просто сейчас обозначил только какой-то один фрагмент, одну какую-то историю, а этих историй может быть тысячи. Этих историй может тысячи быть. И тогда у нас возникает, а как в этих историях мне разобраться? Я же не знаю, что там я в какой-то там прошлой жизни делал там. А может быть, я вообще в эту прошлую жизнь не верю. Я просто думаю, что я случайно попал к каким-то родителям, а за что я сюда попал, с какой причины, я вот просто случайно, просто, вот, наверное, мне их дали, этих родителей. Если я так думаю, тогда это вопрос, я никогда не буду способен пройти внутренние обиды. Потому что обида — это как раз-таки непонимание своей судьбы. Обида, она исходит из как бы непонимания своей природы. То есть если я считаю, что я тело, если я отождествляю себя с тем, что я вот просто вот живу как бы один раз, вот это мое тело, а вот это мои родители как-то вот некоторые дались, тогда я вот с этого уровня буду лбом биться и считать, что это все несправедливо по отношению ко мне. Просто я буду находиться в этой позиции. Да, вот это вот, кстати, очень большая ошибка, я всегда об этом говорю, что, друзья мои, вы должны думать о том, когда начинают говорить вот это, знаешь, момент, за что мне все это? Я говорю, вы это когда-то выбрали, думайте об этом. То есть и надо говорить не за что, а для чего, то есть почему-то. Это когда-то ты выбрал, значит, ты должен идти и делать это. То есть вот именно вырабатывать, то есть изменить что-то в своей жизни. То есть проработать. Но я просто хочу еще коснуться именно вот то, чем ты занимаешься. Я к этому моменту хотела. Вы можете как-то облегчить человеку, например, разобраться в этих ситуациях? Да. Все. В этом я считаю, в этом я считаю просто уникальность знания джьотиш, ведической астрологии, что, на мой взгляд, я много соприкасался вот именно с какими знаниями, которые могут что-то раскрывать, и общался с разными там этими нумерологами, хиромантами, людьми, которые занимаются вот расстановками. Да, в каждом инструменте есть какая-то своя изюминка, особенно вот расстановки, там это я коснусь этой темы, но на мой взгляд, вот чтобы вот четко увидеть вот этот сценарий, знание ведической астрологии, оно просто необходимо, чтобы понять вот всю эту линию, как мы шли к этому, с какими мы задачами сюда пришли, с какими мы программами сюда пришли, в каком роду мы оказались, какие-то уже особенности этого рода. Здесь есть, вот просто мы уже родились, уже это первостепенная информация о том, где мы оказались. И вот с этого уровня начинается по факту знание. Знание — это означает, я осознаю то, где я оказался. Но чтобы это понять, какой первый нужно шаг сделать? Первый шаг — это принятие. То есть первый самый шаг вообще, когда люди вообще могут прийти, допустим, к знанию, могут прийти, допустим, к тому же самому астрологу. Как правило, когда это происходит? Когда они бьются уже головой, там, они пытаются что-то самостоятельно решать, они пытаются, там их жизнь уже бьет, там уже, они вот все уже возможности уже исчерпались. Так, ну что, ну тогда вот пойду, то есть я уже принял, что это какая-то судьба, она нерешаемая,
вот такими простыми методами, то есть болезнь моей судьбы, она просто так вот не решается. И порой жизнь дает эту болезнь судьбы, то есть дает как бы болевые ощущения по судьбе для того, чтобы мы немножко глубже зашли вот в эти причины. И первое, с чего начинается этот путь, это принятие. Я принимаю свой род, я принимаю свою судьбу. Вот то, что ты сейчас говорила, что я понимаю, что я причина того, что сейчас со мной происходит. Все, вот этот шаг открывает окно к знанию. Вот без этого шага вы попадете, это я сейчас ко всем слушателям обращаюсь, вы попадете к астрологу какому-нибудь непонятному, который будет что-то там непонятно говорить, вы попадете к какому-то экстрасенсу, тоже такому, может быть, непонятному, тарологу непонятному, то есть тот инструмент, к которому вы обратитесь, та личность, которая сейчас будет проводником этого инструмента, это 100% будет просто повторять этот сценарий, который сейчас нету возможности пройти без открытия этой двери, потому что открытие двери это принятие, я принимаю свою жизнь, я принимаю судьбу, и тогда по факту любой инструмент, и астрология здесь, и там и другие, там, и экстрасенсы, они могут здесь помочь, потому что дверь открыта. Вот мне очень важно, Лилия, так как ты видишь вот, на тонком уровне, ты вот вообще видишь, когда дверь это открыта, а когда не открыта? Конечно. И, кстати, видно очень хорошо, понимаешь? Просто я говорю, еще тут проблема всегда очень в людях. То есть, когда ты понимаешь, что у человека есть все для того, чтобы вот проработать тот же самый там сценарий, да, просмотреть все это, но он просто, например, ленится, не хочет делать. То есть, и он вот не хочет изучать что-то, то есть, либо углубиться не хочет. То есть, он очень часто они ищут решение, люди ищут в простом, понимаешь? То есть, не пытаясь уйти в глубину. Вот это вот очень большая проблема. А в принципе, вот как ты говоришь, двери открыты, это вообще, это видно очень хорошо на самом деле. И я хочу еще сказать, ты очень правильно подметил, болезнь судьбы. Ты так это красиво сказал, то есть, и это вот прям вот подвело черту, как я говорю. То есть, вот то, что надо лечить, понимаешь? То есть, и я просто еще хочу сказать, наверное, вот действительно вы как раз можете, опять же, повторюсь, углубиться в это и помочь людям, изучить это все. Не просто, чтобы они ходили кому-то, а еще и вот действительно углубились, сами изучили все это и поняли, что же дальше происходит. Ну и, возможно, помогали бы другим потом. Понимаешь, вот так вот. Ну, по факту это и есть моя деятельность. Моя деятельность состоит в том, чтобы... То есть конституционная деятельность, где мы помогаем людям разобраться в этих всех сценариях, вообще во всем. То есть в болезнях судьбы это прямая задача астрологов, знаешь. Как мы, зуб заболел, мы к стоматологу идем. Там травма, к травматологу мы идем. Мы хотим решить какой-то юридический вопрос, мы идем к юристу. У нас есть болезнь судьбы, мы сейчас чувствуем, что мы не понимаем какой-то аспект своей судьбы, мы не можем. То есть есть боль жизненная, где мы не понимаем. То есть нам нужно осветить, нам нужно понять, как бы вот это включить, это понимание. Это прямая задача астрологии. Осветить причину и дать очень точечную рекомендацию, дать очень точечную, как вот этот процесс лечения. Я не скажу, потому что таблетку не хочу говорить, потому что таблетка это опять воспринимается как на тебе таблетку, и все, и ты за один день излечил свою судьбу. Нет. Как и любая болезнь, если она глубокая, если она серьезная, она требует особенного включения. Если это простая, насморк, да, мы можем 3 дня там горлышко прополоскать, капельками покапать, все прошло. Вот в судьбе оно все то же самое. Простая, легкая, там какой-то вопросик, он быстро решается. Глубоко, если там куда-то уже копать. Что значит глубоко? Это означает, что за этим стоит очень глубокий процесс человеческого выбора, человеческой жизни, человеческого вот этого прохождения своей судьбы. И вот так вот просто легко это не всегда получается. Но зато, если человек находится уже в процессе излечения, проходит
свой путь и уже чувствует нюх вот этого у него запах вот этого здорового состояния уже есть, то это тоже процесс счастья. Когда я уже иду к тому, что меня ведет к здоровому состоянию, это тоже вдохновляет, это тоже дает импульс к движению. Поэтому не всегда даже долгий путь, это путь такой сложный. Это, если мы четко знаем, куда мы движемся, это простой, это легкий путь становится для нас. И и второе, это если концентрационная деятельность, и второе, это, конечно же, людям даем знания, возможность. Я считаю, все-таки я убежден, что никто, как мы сами, никогда не сможем разобраться в своей судьбе. Поэтому, с одной стороны, да, мы можем там пойти консультацию получить. Я сам получал много консультаций. Я люблю ходить по консультациям. Я у своих учителей получил консультации. Я вот прям вот, если я вижу сильная личность, я хочу к ней сразу идти на консультацию. И да, и я потихонечку собираю вот эти пазлы, но я понимаю, что когда я погружаюсь самостоятельно в обучение, я понимаю, что это обучение это обучение в длиною в годы, когда ты просто ты изучаешь себя, ты раскрываешь себя, ты понимаешь, ты каждый аспект вот этого своей особенности судьбы, ты о нем размышляешь, ты сопоставляешь каким-то своим опытом, который ты проживаешь, и тогда это действительно приводит к крутому результату. Вот поэтому мы и открываем и возможность, вот этот наш курс «Сам себе астролог», где просто мы за 3 дня людям даем возможность наконец-то соприкоснуться с собой, именно со своей личной судьбой, со своей личной природой, со своими сценариями. Самое для нас вот это как бы большая ценность, вот это большое вдохновение, когда люди просто за каких-то 3 дня, вот они приходят и за 3 дня получают то, что дает возможность понять свои сценарии, которые они вообще могли целую жизнь, а возможно даже еще уже несколько жизней не понимать. И на мой взгляд, это просто огромная ценность. Поэтому вот я воспользуюсь сейчас случаем, я приглашу всех, кто сейчас слушает этот эфир, на наш вот такой безоплатный, вернее, на наш платный курс, но который открывается, и редко, но открывается в возможность его пройти безоплатно. То есть мы просто, как мы говорим, оно открывается, заходите, у вас есть возможность просто всем пройти, понять, просто вбить время, дату своего рождения и просто разобраться сразу же сходу в себе, в каких-то своих сценариях, и не просто разобраться, а сделать уже первые шаги в прохождении этих сценариев. Поэтому 12 сентября я всех завис. Так, Дим, тут со связью проблема сейчас. Так, это у меня только проблема. Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Вот который мы даем, даже в каком-то не ожидая. Нам вот, хоть сейчас и понятно, что такое время, когда вот эти курсы безоплатные, люди там хотят как-то перевести аудиторию на платный формат. Вот я реально, когда приглашаю человека вот просто для того, чтобы получил этот формат знания о себе, я понимаю, что для меня даже просто, вот что он сейчас, что такие люди появляются, которые глубже понимают себя, для меня это уже большое счастье. Поэтому... Дим, большая просьба, повтори, пожалуйста, еще раз, когда будет, у тебя завис интернет, было кусочек, прям как раз на дате. 12 сентября, это вторник, если не ошибаюсь, вроде бы 19 часов. Ну, в общем, вы можете зайти в мой профиль,
Там есть эта ссылочка, заходите, записывайтесь, и я думаю, ну или я не знаю, если ты будешь выкладывать эфир на Я Ютубе, выставлю тогда, обязательно. Мгм. тогда в описании там ты Мгм. выложишь Да-да. эту И возможность. здесь выложу, и в Ютубе обязательно. И вот как раз таки вот следующий как бы принцип после принятия я начинаю искать свои, то есть я открыл двери, и, соответственно, следующий шаг, который я должен сделать, это осознать свои сценарии рода, понять их вообще. Что это, что за этим стоит. Это какая-то мой урок связан, вот то, что как я пример привел с желанием делать все самому и контролировать эту жизнь. Или это просто какая-то позиция, когда я не умею, допустим, выражать свою энергию любви, свою энергию заботы. Или у меня позиция, я не проявлял чуткость по отношению к другим. И отсюда, когда я не проявлял чуткость, это мой выбор взаимоотношений. Я попадаю к родителям, где меня просто не слышат, где меня не видят, где меня не замечают, у меня есть потребность в этой чуткости, я не принимаю этот вид любви по отношению ко мне. И тогда это, конечно же, море обид, куча детских программ. И как только я понимаю вот этот вид своего сценария родового, что сейчас здесь стоит, оказывается, мою маму не слышали, оказывается, моего папу не слышали, игнорировали все их желания, подавляли их природу, подавляли их потребности внутренние. Я оказался в такой семье, и вот с этого момента начинается, оказывается, я оказался в семье, где есть этот сценарий про меня. Поэтому следующий мой шаг, когда я уже понял, то есть я сделал диагностику, и я понял болезнь, я понял, с чем нужно работать. Болезнь в форме, как бы, можно называть это болезнь, это немножечко со знаком минус. Если взять все-таки такую позитивное слово, которое мне больше нравится, это задача. Я понял свою задачу, я понял, почему сейчас Создатель поставил меня в такие условия, где я могу поменять свой внутренний сценарий, который меня действительно приведет к большему счастью. Он же желает любви, он же понимает, в чем лучше сейчас для меня будет пройти какой-то определенный путь. В чем этот конкретно путь должен заключаться. Если я сделал диагностику правильно, то, соответственно, тогда потом очень четко можно переходить к действиям. Вот сейчас мир информации, и информация часто побуждает к определенным действиям. Давайте, развиваемся, давайте, включаем вот это, включаем вот это, включаем вот это. Но если у человека уже болит, вот когда у нас уже болит, и когда уже сильно болит, тогда просто зарядка тела и какие-то обычные базовые там принципы здоровья, они уже не сильно помогут. То есть если уже человек заболел серьезной болезнью, все, уже надо, значит, идти обращаться к доктору. То есть надо прийти к врачу. Что врач в первую очередь сделает? Он не скажет, вот тебе этот рецепт, иди принимай такие-то таблетки. Врач не знает сейчас, что сейчас с этим человеком. В первую очередь он скажет, иди сдавай анализы. Я не понимаю, что с тобой. Мне надо, чтобы выработать четкий план твоего лечения, я должен в первую очередь сделать правильный диагноз. Без диагноза я не смогу переходить к лечению. И вот ведическая астрология – это диагноз. То есть это инструмент, который четко обозначает диагноз. И когда мы понимаем диагноз, и плюс этот сам по себе диагноз дает возможность четко определить лечение, вот тогда у нас есть очень глубокий, понятный путь прохождения своих родовых сценариев. И здесь однозначно нужны прямые действия. Никто за нас это не сделает. Это, чтобы разорвать эту цепь, цепь разрывается не просто, когда мы вмешиваемся в жизнь там, своего родителя,
или там в жизнь своих детей. То есть цепь не разрывается, когда мы пытаемся как бы навязать вот этот разрыв кому-либо в нашем роду. Цепь разрывается, когда мы ее разрываем. То есть получается, мы сейчас в нашем роду сейчас есть определенная пробка, которая вот наша, как бы внутренний порыв счастья, он бьется, бьется. И вот как мы все в этом роду понимают, что вот надо, ну как бы мы хотим этого счастья, у нас есть потребность в этом счастье. И вот кто первый прорывает эту пробку, это сразу же открывает поток для всего рода. Мгм. Это очень важное понимание, что открыв свой поток счастья, любви, я открываю его одновременно для всего своего рода. В Писании говорится, что этот поток достреливает до 7 поколений вниз и до 7 поколений вверх. То есть мы даже можем понять глубину, докуда он выстреливает, этот поток. Поэтому, если мы это осознаем, то мы понимаем, что у каждого из нас есть такая задача. Поддержать род — это в первую очередь раскрыть свой потенциал, пройти все свои сценарии рода, раскрыть свой потенциал любви, и вот этим самым мы больше всего поддерживаем свой род. Мгм. Дай мне немножко здесь Ага. какую-то тоже обратную связь, как ты здесь чувствуешь это, как у тебя, может быть, это тоже на тонком уровне, я тебе таких образов сейчас накидываю, река, поток, возможно, Мгм. у тебя что-то тоже там Мгм. Ну, понимаешь, бурлит. здесь мы всегда с тобой сходимся, я уже это сколько раз замечала. То есть ты когда рассказываешь что-то, либо говоришь, то есть что у нас с тобой очень сходно. Мне знаешь, что интересно? То есть, во-первых, скажи, пожалуйста, вот именно на примерах, с какими ты родовыми, вот именно проблемами с такими, я имею в виду, сценариями сталкивался? То есть то, что отец и мама, ладно, да, там любовь и все остальное, то есть это очень часто. А вот что еще было интересного? То есть потому что род это все равно это много поколений, которые вот прошли, у них там у каждого свои какие-то бывают заморочки по-простому. Мгм. Ну давай, хорошо, хорошо. Как бы несколько примеров я таких разных интересных приведу, потому что, как я уже говорил, каждый человек, вот я сейчас мой опыт взять, это там тысячи консультаций. И нужно Мгм. понимать, что каждый человек это свой сценарий. Вот Мгм. он бывает, там они похожие сценарии, Мгм. в каком-то одном настроении, то есть потому что все-таки грубые какие-то внутренние вопросы, они могут повторяться, Мгм. и, соответственно, сами уроки, они тоже могут быть очень похожие. Отсюда мы можем, ну, скажем, несколько таких вот основных позиций выразить вот этих сценариев, то есть как бы групп, то есть так мы можем понять, что каждый сценарий уникальный, но все равно группы, они все равно мы можем сопоставить. Например, а, каждый сценарий, он связан с определенным нашим опытом. И этот опыт — это наша возможность проявить любовь к какому-либо аспекту этого мира. Например, если я сейчас в мужском теле, то это может быть любовь, например, по отношению во взаимоотношениях, допустим, с женщинами. Это может быть моя любовь к социуму, как я сейчас проявляю свою социальную позицию. Это моя любовь и уважение, например, к материальной природе. То есть вот любой сценарий, он исходит из любви. В конечном счете это может быть любовь по отношению к себе. И вот если сейчас происходит какое-то искажение этой любви, вот этот
поток, он начинает, вот, о котором мы говорили, наш путь, он начинает получать преграду, образуется водопад, и тогда мы попадаем в тот род, где вот этот водопад, где вот это препятствие и искажение любви, оно сейчас является сценарием. То есть вот первый, вот, чтобы это фундаментальное было понимание, это про любовь. То есть только тот выбор, который мы делаем против любви, условно. Это может быть выбор против своей природы. Это может быть выбор против своих желаний. Например, я попадаю в род, где личностная позиция, желания не учитываются вообще. Просто. Есть очень строгое обращение. Папа относился строго ко мне, к нему относился строго дедушка. Там вот сама по себе строгость — это определенный как бы путь, который лежит вот как бы во взаимодействиях. Эта строгость, она позволяет, скажем так, получить какую-то детскую травму. И вот эта детская травма, она уже идет в жизнь человека и создает сценарий, который дальше переходит куда? Дальше переходит к детям. То есть если его не разорвать, то это означает, что он спустится от меня к детям. Я буду просто по этому же сценарию спускать этот опыт ниже. Соответственно, разорвать сценарий — это означает понять природу своих желаний. Я ее осознаю, что мои желания — это и есть мое личностное проявление. Если я перестаю в этом мире желать чего-либо, или мои желания не учитываются, мои желания подавляются, это означает, просто меня как личности не существует. Потому что желание — это первостепенное проявление личностной позиции. Нам очень сложно будет почувствовать личностную природу, если мы взаимодействуем с человеком, у которого собственных желаний вообще никаких нету. Мы его не будем чувствовать, мы не будем его понимать, мы будем ощущать, что это какая-то прострация, что это просто не понять, какая личность. Но когда есть четкие желания, есть четкая позиция в определенных моментах, вот тогда это проявление личностной природы, и тогда эта личностная природа уже может выбирать с уровня своих желаний, какой путь ему выбрать. То есть это без желания, это означает, что по факту личность объявила себе смерть. То есть даже на духовном уровне это считается смерть. То есть душа, она объявила себе смерть. И отсюда разворачивается очень такой глубокий родовой сценарий, где жизнь пытается реабилитировать это живое существо, эту личность. А реабилитировать каким образом? То есть нужно проводить уже очень такие грубые вмешательства. Это означает, чтобы либо ее природа просто очень глубоко подавлялась, очень глубоко, где просто, либо это уже помогает еще и время, в котором человек оказался. Это не просто, например, определенный род, а это еще, например, время какой-нибудь Великой Отечественной войны, где вообще вопрос о каких-то личных желаниях он просто игнорируется, потому что сейчас совсем другие задачи как бы в пространстве находятся. И для человека сейчас это послание именно об этом. Научись любить себя, научись чувствовать себя, научись понимать свои потребности, не гаси, не дави это все в себе. Это и есть твоя как бы внутренняя, то есть даже Бог твои потребности не давит, Он тебе дает возможность их проявить. Он даже уважает твой выбор. На этот выбор твой никто не влияет. Вот то, что ты сейчас писала в этом Инстаграме по поводу того, что все, что мы имеем, это наш выбор, даже Господь не влияет на этот выбор. Это реально наш выбор. В этом заключается
в этом заключается наше личностное проявление, что у нас есть свобода выбора. Поэтому, когда судьбу начинают воспринимать с уровня вот судьба, это что-то такое ограничивающее нас. Там, судьба, это как бы она лишает возможности какого-то нашего личностного проявления, нашего выбора. Как раз таки выбор, он всегда остается с нами. Судьба — это проявление нашего выбора. То есть судьба это и есть то, что проявляет наш выбор наружу. И поэтому не просто изучая законы судьбы, мы ограничиваем свой выбор. Наоборот, изучая законы судьбы, мы осознаем, какой мы выбор в жизни делаем, и нам дается возможность изменить свой выбор и повлиять на свою судьбу. То есть это очень фундаментальная позиция. Вот как ты это чувствуешь? Смотри, то есть я это всегда и говорю. Я говорю, понимаешь, когда меня спрашивают, по судьбе ли мне вот это, я говорю, понимаете, говорю, нам все, что нам приходит в жизнь, по судьбе. А вот брать это, либо вот право выбора, это всегда за нами. То есть оставаться с тем человеком, либо еще что-то, понимаешь, это мы выбираем. А то, что нам приходит, как бы нам это дают. То есть вот, здесь я говорю, у нас с тобой мнение вообще, просто, может быть, мы немножко с других сторон заходим, потому что я такая больше. А ты вот это подробно всегда объясняешь все. То есть нам всегда все, в принципе, нам дается, а вот право выбора уже за нами всегда. Это на самом деле так, то есть я это вижу. Ты знаешь, я хотела бы коснуться, у нас с тобой не так много времени, но я быстренько хочу коснуться, я думаю, еще выйдем с этой темой рода. Сталкивался ли ты именно с убиранием рода вообще? Еще раз. Вот знаешь, вот, например, я могу посмотреть, да, прекращается ли род на ком-то. То есть у нас ветвей много, ладно, да, там определенная ветвь. Вот что она, например, закрывается на человеке. То есть что после человека ничего не остается. То есть он не может вернуться в этот же род, к примеру, да, либо идет полное уничтожение, то есть именно энергией вот этого зерна энергетического рода. Сталкивался ли ты с таким? Все, я понял, про что ты говоришь. Вырождение рода по-простому. Возможность решить задачи этого рода, и на этом остановить вот этот процесс как бы спускания вниз. Ну, смотри, здесь уже, если мы говорим про вот такой очень уже глубинный уровень остановления задач, то сюда однозначно уже будем мы включать сюда духовную энергию. Потому что без духовной энергии остановить здесь будет не так уже и просто. Потому что это в любом случае кармическая завязка, это в любом случае то, что нас держит, то есть нас связывает здесь, в этом мире, и разорвать полностью, как бы в ноль выйти, только можно через духовную позицию. Поэтому да, это можно через духовную позицию, когда в роду появляется личность, которая раскрыла свою духовную природу, раскрыла свою духовную позицию. Вот эта духовная позиция, оно делает все то, что ты сейчас говоришь, либо обнуляет, либо создает новый поток. Даже в каком-то смысле, если уже это так происходит, то новый поток, как бы точка отсчета теперь будет от этой личности. И в целом это тоже круто, потому что точка отсчета очень благоприятная. То есть это означает, что теперь вниз, кто пойдет, они уже будут приходить в этот род как на исцеление. И это очень здорово. Это очень Кстати, здорово. Я последнее время, Да. я извиняюсь,
прервала. Да. Последнее время сталкиваюсь достаточно часто именно с людьми, которые являются новой точкой отсчета. Вот это до того интересно, это не старшее поколение, это больше чуть помладше. То есть вот это вот, и когда начинаешь их просматривать, просчитывать и все остальное, ты понимаешь, то есть я всегда этому человеку говорю, смотри, вот где-то все вот эти вот проблемы вот до тебя там или на тебе закончились. Теперь твоя задача идти с чистотой, то есть там вот я всегда привожу именно 10 заповедей. Я говорю, ребят, не укради вот это вот все-все-все, то есть неси энергию рода по новой. То есть, потому что за счет твоей энергии как раз твои последующие поколения, они будут жить правильно. То есть вот именно вот в этой ситуации, чтобы не занести опять какой-то вирус. И вот я стала сталкиваться именно с людьми вот этой вот нулевой точки отсчета, как я их называть стала. Ну, это я придумала для себя, мне так проще. Супер, да, супер, хорошо, пускай это будет, пускай это нулевая точка отсчета, но надо понять, что у нас есть две точки отсчета. Есть благоприятная нулевая точка отсчета, а есть неблагоприятная. Это называется проклятие рода. Действительно, человек, который сейчас находится вот, в родовой системе, он может стать причиной проклятия своего рода. Все то же самое, что мы сейчас говорили, только уже с обратной стороны зайти. Поэтому надо понимать эту ответственность, что на каждом из нас лежит эта ответственность, что мы своими действиями несем. И поэтому все-таки мое послание — это к этому вопросу отнестись серьезно, не допустить вот самых две важных ошибки. То есть вот то, что я про одну я сказал. Первая ошибка — это пытаться менять кого-то в своем роду. Это первая ошибка, которая может очень сильно помешать. Вторая позиция — это обида на своих родителей. Просто это... Вот дальше можно уже ни о чем вообще не говорить. То есть пока не пройдена обида по родителям, вот можно хоть какие знания получать, хоть там ходить на консультации, хоть понимать свои сценарии. Это тоже двери. То есть вот пройти обиду по родителям — это двери, которые нам открывают дальнейшие возможности. Поэтому вот эти две позиции нужно отследить и применять те все инструменты, которые тоже нам в этом отношении даются. Первый инструмент — это духовная поддержка рода. То есть можно прямо совершать либо определенные духовные практики и направлять результаты этих практик на поддержание рода, либо обращаться к тем личностям, которые квалифицированы как бы создать определенные такие духовные ритуалы, которые будут направлены на поддержание рода. Вот мы, допустим, были в очень таком сильном месте в Индии, это Гая, где это место славится, что там есть определенный портал к тому, что плоды вот этих всех аскез, духовных практик, они доносятся именно до поддержания рода своего. Вот мы совершали там вот этот определенный обряд, ритуал, и там нужно было давать и обеты, которые по жизни ты соблюдаешь, для того, чтобы сила вот этого действия, которое там происходило, оно дальше продолжалось и поддерживало род. В каждой традиции, я думаю, духовно есть это, за упокой души там и так далее, то есть можно поразбираться, но самый такой простой, как на мой взгляд, простое правило, мы можем мысленно направлять свои духовные блага на поддержание своего рода. Допустим, просто даже совершить какую-то аскезу, например, не покушать день, пост пособлюдать, и потом мысленно послать всю энергию, которая сейчас духовно преобразовалась от реализации этого поста, направить ее на поддержание своего рода. И плюс еще
еще здесь хорошо было бы, когда понимаешь сценарии, уже осознаешь их, можно тогда семейные расстановки поделать. На мой взгляд, это тоже очень сильная практика. Почему? Потому что она помогает прожить. Она помогает проживать, она помогает соединиться с этими ролями и помогает вот это вот прям все внутри подоставать, прожить, проплакать. И это тоже, на мой взгляд, очень сильная ну, такая практика, которой тоже можно воспользоваться. Может быть, не знаю, может быть, у тебя еще есть какие-то практики, которые ты используешь, можешь тоже обозначить их, может быть, для слушателей. Я говорю об этой практике, наверное, каждый раз. То есть я говорю, самое простое, что есть, это поговорить с родом. То есть просто поговорить. То есть не надо никаких обрядов. То есть это вот самое элементарное, да, кто вот действительно какие-то проблемки есть, и надо их решить. То есть именно связь, наладить связь, именно с родом поговорить. То есть это по-простому. Более усложненная, конечно, тут уже другая система, там немножко сложно, но все-таки это вот, наверное, самое элементарное, о котором я все время говорю. То есть поговорите, как я всегда говорю, вот ты же с бабушкой, с дедушкой разговариваешь, ну поговори со своим родом так, ну по-простому опять же, понимаешь? Вот, то есть это вот, ну, то есть я говорю, ну у меня все такое, да, ты знаешь. Дим, нам надо немножко закругляться. Да. Если ты знаешь, у меня как-то по часу, мы с тобой обязательно еще выйдем. Я хочу, чтобы ты еще раз рассказал о том, что будет у тебя вот в ближайшее время, в сентябре 12-го ты сказал, и немножко еще раз о своей школе. То есть, чтобы люди понимали, потому что не все видели тебя в прошлый раз, я так поняла, у меня тут написано. Так что... Да, хорошо, спасибо. Я, кстати, да, я так залетел к тебе на огонек, мы уже с тобой как будто бы родственные души, я такой, знаешь, по-родному, по-семейному, уже начали сразу в тему идти, я даже так, у меня даже не возникло осознание, что действительно, может быть, аудитория, которая меня видит впервые. Меня зовут Дмитрий Бутузов, я ведический астролог, сооснователь Академии Джатака. Это одна из первых русскоязычных школ по астрологии, где мы развиваем именно консультантов по астрологии. Мы можем много увидеть школ, которые дают техники джиотиш, по ведической астрологии, по западной астрологии. Да, мы можем поизучать, как нам нужно видеть какие-то аспекты судьбы, но вот именно как давать, как людям, как вот этими инструментами пользоваться, чтобы люди получали от этого максимальное благо, а не травмы, которые они тоже могут получить от этих знаний. Вот мы первооткрыватели, по крайней мере, как я это отслеживал, никто до этого, даже, мне кажется, на текущий момент тоже никто в это до сих пор еще не пошел. Поэтому, если у вас есть интерес разобраться в себе, разобраться в своих близких, разобраться в своих жизненных сценариях, разобраться вот просто со своей природой, со своей судьбой, со своими особенностями, и, возможно, потом в дальнейшем помогать в этом другим, в форме консультаций, там, образовательных каких-то проектов, то приглашаю. У нас в Академии Джатака есть достойное образование в длину, если полное образование, то это в длину 3 года. То есть это, если у вас есть намерение серьезно здесь поучиться, то вы здесь получите эту возможность. Если полусерьезно, допустим, длиной годик, где разобраться с основными своими задачами, то вы тоже здесь получите. А если вы просто хотите за 3 дня уже получить сразу же первый опыт взаимодействия со своей натальной картой, взаимодействия со своей судьбой, взаимодействия со своими сценариями, там, природой, там, сильными сторонами, слабыми, и получить возможность понимать не только у себя, но и у своих родных и близких, вот я приглашаю на курс «Сам себе астролог», который мы открываем в безоплатном варианте на 12 сентября. Поэтому приходите, будем рады всех увидеть. Лилечка, тебе огромная благодарность, что ты несешь свой свет, свою лучезарную энергию
в этот мир. Рад всегда с тобой пообщаться. Это один тоже такой заряд, позитивчик. Поэтому очень рад, что мы как-то с У тобой меня, я сконнектили. просто, мы сейчас, когда закончим, я тебе напишу, я новую тему придумала для следующего эфира. Только сейчас мне в голову пришло. Как раз думаю, надо сейчас быстренько пока это, и потом следующий эфир запланировать. Дим, я Хорошо, тебе благодарна за супер. прекрасный вечер, действительно, за интересный. Все твои данные я сейчас выставлю после эфира, чтобы люди могли заходить тебе на страницу и смотреть. И эфир будет перенесен еще и в YouTube, чтобы точно так же обширная категория людей могли с тобой познакомиться, кто не знает. Потому что с нашей последней встречи у нас добавилось достаточно много людей. Да, Все. я не сомневаюсь. Ты как Ну, магнит, хорошего вечера. ты как лучезарный магнитик. Ой, спасибо. Я это люблю, как лев, я это люблю. Все, давайте. Хорошего вечера еще. Всего хорошего всем нашим зрителям. До свидания, мои дорогие. Всех благ.